Obituary – легенда Death Metal, и сегодня мы подошли к крайней части истории этого мощнейшего коллектива. Части, наполненной сменами составов, переходами от одного лейбла к другому и, что самое прискорбное, смертями культовых музыкантов. Но даже здесь найдется много позитивного, и судя по последнему альбому, некролог еще рано списывать в утиль. Итак, все связи со старым лейблом порваны, и Roadrunner, по словам Джона Тарди, возвращает им права на мерч. Или он и так по условиям контракта должен был отойти обратно к парням из Obituary, тут не совсем понятно. Но некролог рассказывает в интервью о том, что лейбл не был заинтересован в том, чтобы двигать их последний альбом. Единственная странность всей этой ситуации — непонятно, на чьи деньги был снят клип на песню Insane. Сказать по правде, видео для Obituary снимал достаточно опытный режиссер, который работал с Anthrax, Megadeth, Dream Theater и Fear Factory, Майкл Сарна. Еще и, видимо, на сдачу смонтировал им видео на трек On The Floor, материал для которого был записан на декабрьском концерте в городе, простите за выражение, Йобар-Сити. Думаю, не сами парни из Obituary вкладывались финансово в работу над клипом. Но оставим разборки с лейблом в прошлом. 2006 для группы выдался непростым. Банде не удалось прилететь на гиг в Англии из-за каких-то проблем с документами. Тревор Перес не смог прилететь в Барселону и застрял в Италии из-за разыгравшейся бури. Вернувшийся или не уходивший из группы Алан Уэст, видимо, не совсем завязал с алкоголем и чуть не погиб в пожаре, спалив свой только что купленный трейлер. Наверное, что-то не выключил в пьяном угаре или уснул с папиросой и чудом проснулся от жара и запаха гари. Единственным положительным моментом стала запись и подготовка выпуска первого DVD группы Frozen Alive. 24 августа на выступлении в Варшаве была произведена съемка, а дальше материал отправился на мастеринг к Марку Претору в Red Room Studios. И уже в декабре Frozen Alive поступил в продажу в Европе, а в начале января 2007 года появился в США. Этот DVD вышел благодаря польскому лейблу Metal Mind Productions, но дальнейшую работу с ним группа, видимо, не планировала. Наступил 2007, и группа наконец-то определилась с лейблом. Ведь, по словам парней, материала было уже предостаточно для того, чтобы начать что-то записывать. На удивление, контракт был подписан не с Earache или Nuclear Blast, с которыми, если верить новостям от некролога, велись диалоги, а с Candlelight Records. Возможно, весьма щедрый аванс повлиял на выбор парней, ведь, как рассказывает Фрэнк, благодаря деньгам, полученным от лейбла, они смогли купить оборудование для собственной студии. Правда, опыта работы с этими железками у них не было, и, выгрузив все у себя в гараже, парни достали инструкции и полезли в интернет искать ответы на вопрос, как все это подключить. Надо отметить, в каких условиях они репетировали до этого. Воткинс рассказывал, в частности, о том, что у Джона даже не было своего микрофона, то есть Тарди-старший просто орал как мог, чтобы было слышно. Дела налаживались, и уже в апреле Obituary распланировали тур, включая первую поездку команды в Австралию. Но, увы, алкоголики и наркоманы редко исправляются. Уэст, так и не завязавший с расслабляющими веществами, даже возможность сгореть заживо его не остановила. Теперь попадает по-крупному. Аккурат перед началом австралийского тура Аллен попадается полиции и получает срок за вождение в нетрезвом состоянии. Члены команды были, мягко сказать, расстроены инцидентом, которого, собственно, и стоило ждать. Как рассказал Уоткинс, они пришли в гараж, сыграли четвером материал и поняли, что могут и таким составом откатать тур. Парняги говорили, что так мощно они не звучали давно, и что отсутствие Алана стало глотком свежего воздуха, как бы двояко это ни звучало. Вот и настало время нам попрощаться с горе-гитаристом Obituary, с которым они бок о бок провели золотые годы группы. Выйдя из тюрьмы, Уэст обнаружил, что он никому не нужен. И как он сам говорил, несмотря на то, что члены Obituary говорили, мол, примут его после отсидки, он остался за бортом, и никто его обратно не позвал.
После долгого затишья он сколотил новый проект South Wicked. Это, конечно, лучше, чем предыдущие команды, но тоже как-то среднячково, с явным закосом под олдскульщину. Единственный вышедший в 2011 году альбом Death Crown меня сильно не зацепил. Возможно, проект мог бы еще что-то выдать, если бы не Уэст, который опять сумел начудить. 6 мая 2013 года он позвонил в полицию и рассказал, что двое мужчин проникли в его дом, и приехавшие на место хранители порядка нашли в доме гитариста лабораторию по производству метамфетамина. Уэст попытался объяснить, что весь этот став не его. Он сам употребляет, но на продажу не производит. Суд не поверил Аллану, и тот загремел в тюрьму. В 15-м, едва успев выйти, он опять был арестован за мелкую кражу. Штату Флорида уже осточертело бороться с засранцем. Ему впаяли максимум, и на свободу Уэст вышел только в 2018-м, но в 19-м снова попался на краже. Да, вот так в 2019-м выглядит бывший гитарист Obituary, простравший из-за бухла и наркоты свою жизнь. На этом, собственно, я и закончу рассказ об Аллане Уэсте. Но прежде чем перейти к дальнейшему повествованию, небольшое отступление. Именно в 2007-м всплыло видео со взрывом на концерте, которое чуть не стоило жизни участникам Obituary. О данном инциденте я подробно рассказывал во второй части истории о некрологе. Как я уже говорил, парняги из Obituary собирают свою студию, которая получила незамысловатое название Redneck Studios. В новостях некролог сообщает, что между турами уже пишут материал. Им помогает Марк Претер, и, скорее всего, уже в сентябре фанаты смогут насладиться новыми треками. А также сообщает, что продолжают сотрудничать с Андерсом Маршаллом, который заканчивает работу над иллюстрацией к обложке их 7-й пластинки. А вот фотографировать парней взялся Тим Хаббард, тот, что когда-то провел так нелюбимую некрологом фотосессию с гробами. Еще одно возвращение к корням. И, конечно, мальчуганам из Брэндона нужен был второй гитарист. И здесь они тоже не заставили фанатов ждать. На смену Уэсту пришел достаточно крутой гитарист, успевший уже побывать в рядах Acid Earth и Death, а буквально на днях покинувший ряды D-Side, Ральф Сантола. И как многие ожидали, это должно было позитивно сказаться на новом материале. Стоит сказать, что Ральфу уже никто не стал говорить о том, что он тут на время, до возвращения Аллана из тюрячки. По крайней мере, из первых же интервью понятно, что парни не хотят говорить по поводу Уэста что-то конкретное, но тем не менее называют приход нового гитариста в группу лучшим событием прошедших нескольких лет. Парняги отлично ладят и считают, что Ральф — это то, что нужно для банды. И соляки нового гитариста разбавляют новый альбом Obituary Executioner's Return. 28 августа фанаты и просто любители смертельного металла баловали свои уши новой пластинкой. Джон Тарди рассказывал, как они избавились от ноги, что прижимало их к земле. Тут речь идет о Roadrunner. И почувствовали, как вернулись к свободным временам без ошейника контракта, к временам группы Executioner. Но помимо названия, они вернулись и к звучанию, слишком сырому и сыпучему, на мой взгляд. Многие фанаты, открыв дверь под названием Executioner's Return, почувствовали дующий с той стороны холодный воздух, остужающий их запал. Да, даже соло Ральфа Сантола не спасли положение. Критики достаточно высоко оценили новую работу некролога, а вот поклонники были в смятении. Нельзя сказать, что это провал, но это точно одна из самых слабых работ команды. Ни Марк Претер, продюсировавший и сводивший альбом в Red Room, а также помогавший брэндоновской братьей настраивать оборудование в их студии, ни братья Моррис, занимавшиеся мастерингом в Morris Sound, не спасли положение. Музыка на этой пластинке совершенно не цепляет ухо. Возможно, тому виной расслабленная запись, хотя не думаю, ведь принципы записи следующих альбомов не сильно поменялись. Джон рассказывал, как мог записать одну песню и пойти гулять по пляжу. Кто знает, могло ли повлиять такое беззаботное отношение музыкантов на запись, но работа сырая как ни крути.
Начались туры в поддержку новой пластинки, и Obituary снова сталкивается с неприятностями. И опять с участием гитаристов. Некролог должен был играть в Канаде одно шоу, но, увы, из-за каких-то заслуг Ральф Сантола, тут я понимаю из-за чего, в видео про D-Side я обязательно об этом расскажу. И Тревор Перес, тут я не нашел инфы, возможно, вы в комментариях прольете свет, остались на границе и не были пущены в страну. Obituary могли отменить шоу, ведь без двух гитаристов они играть не могли. Но парни приняли решение воспользоваться услугами тех музыкантов, которые были рядом. Ими оказались Джек Оуэн, который ушел из Cannibal Corpse и перешел в D-Side, и успел даже поиграть с Ральфом в рядах этой банды. И Кен Эндрюс, который был на тот момент гитаристом Andrew WK, но скоро появится в нашей истории и не один раз. В течение 5 часов парни разучили материал 11 песен и вместе сыграли этот гиг. Отвлечемся от туров и альбомов. Фрэнк Уоткинс, оставив работу в банковском сегменте, решил использовать свои навыки предпринимателя и открыл свою новую контору, специализирующуюся на менеджменте команд под названием Back from the Dead Productions. Но это еще не все. С барабанщиком Six Feet Under Грегом он собрал еще один проект под названием Exit Sect. Группа выложила в сеть один трек, что-то Death Doom подобное. И на этом все их приключения закончились. Это не первый музыкальный проект Фрэнка, который умирает, только успев родиться. Теперь пришло время рассказать о мощнейшем видео на песню Evil Ways, для съемок которого подтянули известного в кругах почитателей комиксов и хорроров человека Харт Фишер. Новоиспеченный режиссер обещал, что будет мрачный клип уровня фильма ужасов с кучей известных death-metal персонажей, а не тупая склейка, где парни кривляются на сцене. На словах, конечно, все было очень красиво, но где тот клип, я не знаю. Есть снятый во флоридском баре Dance Free Corner с парнями из Obituary, рубящимся в углу этого кабака. Может, я что-то упустил, не знаю. Obituary наконец-то подошли к стабильной жизни со спокойной записью альбомов и турами без пьяных музыкантов. В 2008 они выпускают EP Live to Die с кавером на The Throned Emperor от Celtic Frost. Выпускает очередной DVD с живым выступлением под названием Live Execution. А также братья Тарди записывают свою пластинку проекта Tardy Brothers с приглашенными музыкантами, которыми стали Ральф Сантола и, на удивление, один из первых участников Executioner Джерри Тидвелл. Кто не знает, кто это, смотрите первую часть. Получившийся альбом Bloodline скорее будет интересен преданным фанатам группы. Obituary стали забывать про Roadrunner, а вот Roadrunner не забыл про Obituary. И в 2008 выкатил The Best, составленный из песен, права на которые принадлежат голландскому лейблу. В начале 2009-го парни презентуют новую работу Андерса Маршалла и говорят, что вот-вот начнут запись нового альбома, которым стал Darkest Day. Парни шли по протоптанной дорожке, запись в собственной студии и совместное продюсирование с Марком Претором. А вот Морис Саунд они помахали рукой. К сотрудничеству со студией в Тампе они еще вернутся, но про это чуть позже. Как бы я ни любил Obituary, я не могу назвать Darkest Day хорошим альбомом. Как и в случае с предыдущим, это скорее набор самоповторов, без особо запоминающихся треков. Поклонники Некролога в большинстве своем тоже приняли пластинку достаточно прохладно, возможно, понимая, что их фавориты уже выдохлись. Тема с драконами, начавшаяся со времен Frozen in Time, продолжается, и мне кажется, если не разглядеть на заднем плане логотип Obituary, можно подумать, что это альбом какой-то Power Metal команды. Самый темный день. И, наверное, название альбома определило будущие неприятности внутри коллектива. И не только. Как бы я ни хотел не верить в приметы, но все складывается уж очень однозначно. Я говорил, что проекты, к которым присоединяется или создает Фрэнк Уоткинс, мгновенно засыхают и рассыпаются. Но еще в 2007 году он, на удивление, стал участником норвежской black metal банды Gorgoroth. На манер их участников взял себе творческий псевдоним и даже успел записать с ними альбом Quantus Possum et Satanitatum Traunt. В 2010 году, без особых скандалов, как могло показаться, Фрэнк оставляет Некролог и целиком и полностью посвящает себя скандинавскому проекту. Лишь через пару лет в одном из интервью Джон расскажет, что уход Уоткинса связан с некими бизнес-вещами. Скорее всего,
всего, Фрэнк перегнулся своим подходом опытного предпринимателя. По словам Тарди, расставаться с басистом команды было тяжело, но, по всей видимости, необходимо. Также он сказал, что Терри Батлер, который и стал новым басистом, был всегда рядом со времен их совместного концерта с Massacre на флоридском пляже в конце 80-х и просто естественным образом перетек в некролог. Но тут он лукавит. Ближайшие туры после ухода Уоткинса они катали с разными людьми, включая все того же Кена Эндрюса и Стива Ди Джорджио из Сейдус. Но в конце концов Терри Батлер стал все-таки официальным членом некролога. В 2015-м Горгороth с Фрэнком Уоткинсом в составе записывают очередной альбом Instinctus Bestialis, вышедший летом того же года. Но, увы, это последняя музыкальная работа Фрэнка. Еще в 2012 году Фрэнку поставили неутешительный диагноз – лимфома центральной нервной системы. В течение 2 лет басист, не опуская рук, лечился, и в 2014 году врачи обрадовали Уоткинса тем, что болезнь отступила. Но в 2015 он снова почувствовал себя плохо. Обследования показали, что лимфома вернулась. Уоткинс в последнем своем интервью говорил, что он полон позитива и готов к лечению, и что он обязательно победит болезнь. Но, увы, 18 октября 2015 Фрэнк Уоткинс умер в возрасте 47 лет. И вот официально Терри Батлер становится новым басистом Obituary. Больше всего этому радовался Тревор, который рассказывал, как еще в 10 лет познакомился с сестрой Терри, Эми Батлер, а уже через нее с будущим басистом Obituary. Все эти годы они дружили, и Перес считал Батлера частью своей семьи. Сперва подумал, а почему они не позвали его, когда избавились от Такера? Но потом вспомнил, что на тот момент Терри еще числился в составе банды Чака Шульдинера. Но, к сожалению, это не последние перестановки в составе. В 2011-м также незаметно состав Obituary покидает Ральф Сантола. Каких-то рассуждений на этот счет не было. Складывается впечатление, что ушел, да и ушел. Некрологу было не привыкать играть квартетом, да и терять гитаристов тоже. О дальнейшей судьбе Ральфа я вскользь упоминал в видео о группе Death. А подробнее расскажу в одном из видео об истории D-Side. Ну а сейчас из истории группы Obituary Сантола исчезает. Но на место Ральфа кто-то должен был прийти. И этим кем-то стал Кен Эндрюс, который уже не раз выручал парней. И логично было взять его в состав на постоянку. Часть репертуара некролога Кен уже знал, что упрощало работу группы. Отойдем немного от музыкальной темы. Дональд Тарди в 2010 году организовывает благотворительную организацию под названием Metal Maulisha, цель которой – помощь бездомным кошкам во Флориде. Фонд существует и по сей день, и Тарди-младший частенько организовывает благотворительные метал-концерты, средства с которых идут котяткам. Стоит за это ему пожать руку. Но после выхода Darkest Day прошло уже 4 года, а затишье с альбомами – нехороший знак для фанатов. Но парни из Брэндона вроде как стали поспокойнее и отдыхать от музыки не спешили. Тем более Obituary, несмотря на выпущенные подряд 2 серых альбома, все еще котируется любителями death metal. Как я говорил ранее, некролог держал руку на пульсе высоких технологий. И в 2013 году Deathstory запускает на Kickstarter кампанию по сбору средств на запись альбома. Как они сами говорили, основная часть денег нужна для сведения и мастеринга альбома. Стоит отметить, что контракт с Candlelight Records закончился, и некролог в интервью говорил, что находится в поисках нового лейбла и сейчас общается с Century Media Records на тему подписания контракта. Задумка братьев Тарди не просто сработала. Парни из Брэндона вместо заявленных 10 тысяч собрали 60, и я за них искренне рад. Были, конечно, отдельные личности, которые возмущались этому и обвиняли музыкантов в выманивании денег. Но стоило ли их слушать? Конечно, нет. Но есть один интересный момент, опровергнуть или подтвердить который я не могу, так как не нашел ничего конкретного по этому вопросу. Хотя материал, про который я сейчас буду говорить, весьма и весьма интересен любителю олдскульного металла. Парни из некролога рассказывали, что готовят для спонсоров огромный подарок – документальный фильм Mori Sound Experience, для чего наняли профессиональную съемочную группу и в течение 3 дней снимали работу студии, интервью с братьями Моррис, воспоминания о ранних днях Death Metal. Также парняги рассказывали, что в фильме участвуют Скотт Бернс,
Марк Претер, Джон Олива из Savatage, Келли Шейфер из Atheist и кое-кто из D-Side. Тут они почему-то не упомянули. Obituary притащили в студию несколько кулеров с пивом, 50 друзей, оттягивались все 3 дня, беседовали и играли классические песни. Действительно, должно было получиться круто. Они даже выложили трейлер, который нельзя посмотреть, если ты не спонсор. Нужен пароль. И спонсировать тоже уже нельзя. Но видел ли кто этот фильм? Я обшарил все, что только можно, и не нашел ни одной рецензии или отзыва на это эпичное кино. Кто-то же получил доступ к этому фильму, если он, конечно, был. Прошло уже 8 лет. Могли бы поделиться. Меня также смутил комментарий, что там с фильмом. Жду книгу о истории Obituary. Надеюсь, она прольет свет на этот момент. Пока Некролог думал и общался с представителями разных лейблов, Roadrunner все еще не забывал, что у них есть права на 6 альбомов флоридской команды, на которых все еще можно заработать. И выпустил Obituary The Complete Roadrunner Collection, бокс-сет с 6 альбомами Некролога. Кстати, представляет какую-никакую ценность для коллекционеров. Но вот деньги собраны, и парни в апреле 2014 года заканчивают запись в собственной студии, которую, по их словам, они вели 3 года. Запись, в смысле. И отправляют на сведение Марку Претеру в Red Room. К тому же, парни из Брэндона сообщают в интервью, что сотрудничают с Relapse Records и надеются, что пластинка получит максимальное распространение по миру. Но, как выяснилось позже, не все так было радужно с Kickstarter, как это могло показаться. Уже в 2017-м Тревор Перес рассказал, что из 60 тысяч пришло только 45, так как с частью денег были какие-то проблемы. Что-то там про кредитные карты, с которых были переводы и так далее. Но и эти 45 не попали в руки Некролога. Потом какая-то контора, Тревор не уточнил, взяла с них комиссию за то, что организовала сборы. Может, это была сама площадка. Из остатка огромная часть денег ушла на изготовление и отправку подарков тем, кто пожертвовал деньги, и в итоге на руки Некрологу попало только 7 тысяч. Изначально парни планировали выпустить и продвигать альбом исключительно своими силами и своим лейблом Giptown Records, который, собственно, был создан еще во времена Executioner's Return и, насколько я понимаю, допечатывал отдельные партии дисков. Но денег на то, чтобы вложиться в рекламу, уже не оставалось. Тут и появился Relapse Records с заманчивым предложением совместно выпускать альбомы и делить прибыль пополам. В сентябре Некролог анонсирует европейский тур в поддержку нового альбома, а 28 октября в продажу поступает Inked in Blood. Конечно, переплюнуть Cause of Death и The Incomplete невозможно. Да и до Frozen in Time эта пластинка не дотягивает, но она на пару голов выше 2 предыдущих альбомов. Возможно, перерыв пошел на пользу банде, возможно, смена состава, может, большая сумма, потраченная на сведения, хотя, как я уже говорил, это не так. Или смена лейбла, а может, что-то еще. Но подавляющее большинство ценителей Death Metal, скорее всего, со мной согласятся. Inked in Blood потерял какую-то напускную неряшливость, плесень с сыростью предыдущих 2 альбомов. Отдельно хотелось бы поговорить об оформлении обложки, за которую ответственен Андрес Маршалл. Наконец-то кавер-арт 9-го альбома Obituary выглядит так, как обложка Death Metal альбома, а не как фан-арт к произведениям Толкиена. Эпоха неопрятных рисунков со сказочными тварями ушла вместе со скучным музыкальным материалом. Рисунок немецкого художника отсылает нас к классике слэшеров 80-х, и это одна из самых моих любимых работ Андерса с Некрологом. Но это не последнее, чем парни из Obituary смогли удивить большинство фанатов. Видео на один из сильнейших треков с альбома Violence стало для многих неожиданностью в связи с тем, как оно было сделано. Вспоминая кислые видео на треке On the Floor и Evil Ways, сложно было предположить, что Некролог решится сделать что-то подобное. Но, как говорил Дональд Тарди, они парни веселые и позитивные, несмотря на музыку, которую играют, и всегда готовы повеселить свою публику. Этот шедевр Death Metal анимации — заслуга венгерского художника Балаза Грофа, у которого есть свой интересный стиль, и он явно в теме экстремальной музыки. Впоследствии парни из Obituary еще не раз воспользуются его услугами. В описании оставлю ссылку на него и рекомендую ознакомиться с его рисунками и анимацией, оно того стоит.
Туры в поддержку альбома. Парни заскакивают на несколько крупных мероприятий: Neurotic Death Fest, Hellfest, Wacken Open Air и другие. В октябре 2015-го Obituary отправляется в мощнейший тур по Европе с просто обалденным составом: Carcass, Napalm Death и стариками Voivod. Вот это был отличный подарок любителям олдскула. Стоит отметить, что вся обойма не отменила концерт во Франции, несмотря на произошедшие за несколько дней до концерта теракты в Париже. Дональд по этому поводу сказал, что они не собираются давать страху возможность подчинить себе их жизнь. Не успели фанаты насладиться Inked in Blood, как парни выкатывают сингл 10,000 Ways to Die с одноименной песней и одной из самых хитовых тем за последние лет 10. 10,000 Ways to Die. На сингле присутствует трек Love и несколько старых, но живых треков, записанных в феврале-марте 2016 в ходе североамериканского тура группы. EP подогрел публику к выходу нового творения, еще немного приподнявшего планку последних работ Некролога. Итак, мы подходим к крайнему на момент написания этого материала альбому, который получил незамысловатое название Obituary. Некролог сделал еще один шаг к старым хитам. Альбом чуть-чуть, на мой взгляд, не дотягивает до Frozen in Time, но я уверен, что у этой пластинки точно есть свои ценители. Ну а трек 10,000 Ways to Die безусловно является жемчужиной альбома, хоть и перекочевал сингла. Баллас Гроув, как и в прошлый раз, нарисовал парням клип на главный хит, который получился не хуже предыдущей работы. Обложка, как и название альбома, не отличается большой фантазией. Андрес Маршалл в очередной раз работал с парнями и в очередной раз подверг лого команды доработке. Весь 17-й парни катают по турам, играя новый материал, а в следующем 18-м решают порадовать самых олдскульных фанатов команды и организуют туры сперва в честь 30-летия Slowly We Rode, а следом в честь 30-летия Cause of Death, а также балуют новыми вещами, выпуская два сингла: No в 2017 и A Dying World в 2019. Но чем-то особым они не отличаются. Но спокойную жизнь команды омрачает одно событие. Посреди тура банды 7 мая 2019-го Терри Батлеру приходит печальная новость. Его дочь погибает в автомобильной аварии. К счастью, внуки, находящиеся в тот момент в машине, чудом отделались синяками. Воспитание детей берут на себя Терри Батлер и его супруга Джиллиан Батлер. Наступает пандемийный 20-й. Отмена концертов, конечно, не могла не сказаться на музыкантах, но Некролог славится своей смекалкой. Парни организовывают закрытые стримы, включая один, где они целиком сыграли The End Complete. Правда, это уже был 21-й, но неважно. Сейчас парни наконец-то начали активно концертировать и, надеюсь, смогут еще удивить нас новыми песнями. Вот на этом мы и оставим историю еще одной культовой команды. Obituary продолжает давать концерты и радовать фанатов Death Metal. Ну а мы неименуемо приближаемся к финалу истории о флоридском смертельном металле. И следующие на очереди будут они.